Добрый день, дорогие друзья, с вами Авдотья Федорова на канале «Звездные секреты». Димаш Кудайберген опубликовал на своей странице в Инстаграм интересную часть своего интервью, которая не вошла в основную часть. Как вы помните, 29 ноября 2019 года артист дал сольный концерт в Санкт-Петербурге. На тот момент это был один из первых концертов в России тура Арнау. Как говорил сам Димаш, он старается не разговаривать перед шоу, но в тот раз он сделал исключение. Возможно, потому, что нужна была реклама его будущего представления. И дал большое интервью 28 ноября 2019 года для ТВ-канала и интернет-портала. Примечательно именно то, что сам певец опубликовал у себя в Инстаграм и сделал акцент на этой части беседы, где он глубоко философски размышляет об испытаниях, посланных свыше. Я запомнил эти слова на всю жизнь. Я так понимаю, вот многие сегодня современные эстрадные исполнители, особенно молодые, для них вот если там ты, грубо говоря, получил какую-то популярность, все они, такие, они очень звездные, вы очень простые в общении, в жизни, то есть это ваш такой стиль, который вы придерживаетесь не только в пении, я так понимаю, в жизни тоже? Мне так комфортно. Я считаю, что завершение моей карьеры, оно обязательно случится. Может не сейчас, может попозже. Так что потерпите. Завершение моей карьеры я должен уйти со сцены с достоинством, чтобы обязательно настанет момент, когда я спущусь со сцены и сяду со зрителями вместе смотреть концерт. И в этот момент ни один зритель не должен мне говорить, что ты был плохим певцом, что ты был очень звездным человеком. Они должны приветствовать меня с овациями за то, что я остался человеком. Для меня это намного важнее, чем быть артистом. Я, конечно, далеко не самый лучший и далеко не ангел, но я как-то стараюсь каждый день бороться с самим собой. Очень приятно, что артист чтит и уважает традиции своего народа. За время карантина у Димаша было время не только на написание новых песен, но и для переосмысления пройденного пути. Возможно, это и стало причиной публикации столь важной части интервью, где он коснулся самой сокровенной части своего творчества. Если коротко в двух словах сказать, философия вашей жизни, в чем ее суть? Просто надо помнить, что мы все рождаемся людьми и умираем. Все одинаково умираем. То, что мы сейчас имеем в этой жизни, нам может казаться, что это какой-то большой бонус, где у тебя карьерный рост, личное счастье, деньги, слава. Но на самом деле это испытание, посланное оттуда. Это испытание. Для нас это, конечно, большой бонус. Мы просто этого не понимаем. Мы должны помнить, что Аллах нас испытывает. Одному человеку ничего не дает. Абсолютно ничего. Ни счастья в личной жизни, ни денег, ни популярности, ни авторитета. А другому дает все. Счастье, деньги, карьеру, семью хорошую. И в этот момент он смотрит. Тот, который получил все, он будет благодарен Аллаху. А тот, который ничего не получил, он будет ненавидеть его. Это испытание. Вы должны стараться через это пройти достойно. Спасибо. Спасибо. А в продолжении этого видео давайте посмотрим то, что было показано ранее. Я, по крайней мере, на это надеюсь, уже будет каким-то сюрпризом, потому что очень много новых песен, которые ранее исполнялись, но никогда не исполнялись в Санкт-Петербурге. Вот. Вы впервые в Петербурге? Я впервые здесь. Вы, наверное, походили, посмотрели, какой город вам понравился, не понравился, он вообще-то особенный, да, там самый необычный город России. Какое у вас впечатление о Петербурге?
Я, к сожалению, не выходил, не гулял, и я только успел посмотреть на город только тогда, когда с аэропорта ехали до гостиницы. Я всегда так делаю, потому что перед выступлением, перед концертом я люблю оставаться один на один с самим собой, чтобы сконцентрироваться, думать о предстоящем концерте, чтобы собраться с мыслями. То есть это ваша настройка такая? Да. Ну, какие еще у вас, не знаю, может, какие-то там еще какие-то есть особенности перед концертом? Что вы? Перед концертом я стараюсь не болтать, не разговариваю. Бывает, что так иногда, в зависимости от состояния голосового аппарата, я иногда бывает, что полдня могу не разговаривать, или день. Иногда по 2 часа. Для того, чтобы привести голос в форму, надо соблюдать какие-то режимы и давать концерты с песнями на большом диапазоне. Это требует усилий, это требует подготовки, как и в физическом плане, так и в моральном плане. И поэтому я стараюсь себя сдерживать в общении. Вот у вас вообще в принципе, был выбор, может, вы могли стать оперным, пойти и работать в оперу, а вы выбрали все-таки другую сферу, скажем так, популярную музыку, да, там, вот эстраду. Почему? Я закончил колледж по классу оперной пения, потом поступил в университет искусств по классу эстрадно-джазовый вокалист. Сейчас учусь в магистратуре по классу композиции. Мне кажется, что каждый артист должен пробовать себя в разных направлениях. Мне кажется, что я пока молодой, я должен экспериментировать, развиваться в разных направлениях. И в классике, к сожалению, нет таких моментов, где ты можешь от себя что-то добавить, вставить какие-то импровизации или какие-то такие моменты. А в эстраде я выбрал направление неоклассика, это ближе и к классической музыке, и ближе к поп-музыке. Время от времени я стараюсь и там петь, и там петь. То есть вы как-то стараетесь совмещать? Да, можно это делать. Вообще, любой эстрадный исполнитель, в первую очередь, он должен пройти академическое, прям такое настоящее классическое образование. Это, допустим, профессиональные танцоры, чтобы стать профессиональными танцорами, они учат основы балета. Деми-плие, там я чуть позабыл, как у них там называется. Точно так же и в пении. Если ты хочешь стать хорошим эстрадным певцом, или джазовым певцом, или рок-музыкантом, ты в первую очередь должен получить академическое классическое образование, чтобы иметь базу знаний. То есть это вам помогает брать самые невероятные ноты? Мне с педагогами повезло очень. Я помню, что мой педагог особо старался не обращать внимания на мои победы на международных конкурсах и всегда ставил на место, типа, занимайся, ты еще не добился ничего, давай. Этим меня не купишь так, когда я учился в колледже. И я неимоверно благодарен своему педагогу за то, что он воспитал нас не как певца, а прежде всего он старался воспитать нас духовное качество, человеческие качества. Он всегда нам говорил, что твоя миссия не стать самым хорошим певцом. Даже если ты станешь отличным вокалистом, прежде всего ты должен оставаться человеком и хорошим. Вот. Я запомнил эти слова на всю жизнь. Я так понимаю, вот многие сегодня современные эстрадные исполнители, особенно молодые, для них вот если там ты, грубо говоря, получил какую-то популярность, все они, такие, они очень звездные, вы очень простые в общении, в жизни, то есть это ваш такой стиль, который вы придерживаетесь не только в пении, я так понимаю, в жизни тоже? Мне так комфортно. Я считаю, что завершение моей карьеры, она обязательно случится,
Может, не сейчас, может, попозже. Так что потерпите. В завершении моей карьеры я должен уйти со сцены с достоинством, чтобы обязательно настанет момент, когда я спущусь со сцены и сяду со зрителями вместе смотреть концерт. И в этот момент ни один зритель не должен мне говорить, что ты был плохим певцом, что ты был очень звездным человеком. Они должны приветствовать меня с овациями за то, что я остался человеком. Для меня это намного важнее, чем быть артистом. Я, конечно, далеко не самый лучший и далеко не ангел, но я как-то стараюсь каждый день бороться с самим собой. Вот если коротко в 2 словах сказать, вот философия вашей жизни, в чем ее суть? Просто надо помнить, что мы все рождаемся людьми и умираем. Все одинаково умираем. И то, что мы сейчас имеем в этой жизни, нам может казаться, что это какой-то большой бонус, где у тебя карьерный рост, личное счастье, деньги, слава. Но на самом деле это испытание, посланное оттуда. Это испытание. Для нас это, конечно, большой бонус. Мы просто этого не понимаем. Мы должны помнить, что Аллах нас испытывает. Одному человеку ничего не дает. Абсолютно ничего. Ни счастья в личной жизни, ни денег, ни популярности, ни авторитета. А другому дает все. Счастье, деньги, карьеру, семью хорошую. И в этот момент он смотрит. Тот, который получил все, он будет благодарен Аллаху. А тот, который ничего не получил, он будет ненавидеть его. Это испытание. Вы должны стараться через это пройти достойно. Спасибо. Спасибо. Но, посмотрев фотографии, так скажем, с этой небольшой встречи, возник вопрос, почему вы были в маске? Ассаламу алейкум, дорогие друзья. Я хочу поблагодарить всех своих слушателей за то, что так вчера очень красиво и бурно встретили меня в аэропорту. Для меня это очень много значит. Для каждого артиста это огромная часть. В маске я хожу, потому что, поскольку медийный человек и люди фотоют, не всегда удачно получаешься, когда тебя фотоют, и ты в этот момент даже не знаешь, что тебя люди снимают. И хочется получиться на всех фотках с красивым лицом, либо в маске. То есть вы еще не привели к тому, что в сети будут появляться фотографии, что где вы, какие-то смазанные, где выглядите не очень. Вы этого пытаетесь избегать, да? Да, очень много таких фоток. Ну, это же ничего страшного, вообще-то. Всех у нас неудачных фотографий хорошо. А теперь давайте вопрос касательно вашего творчества. Вот вы сейчас восходящая звезда и тот музыкант, у которого уникальный голос. У вас Спасибо. очень широкий диапазон. Да, 6 октав. Скажите, в какой момент вы поняли, что вот я могу стать уникальным музыкантом, артистом сейчас стал? В какой момент поняли, что вот окей, у меня очень крутой уникальный голос, и я должен начать музыкальную карьеру? Честно говоря, даже этого момента не помню, потому что я тогда еще еле как ходил. Я с детства мечтал стать артистом, и вот до сих пор мечтаю стать артистом. О возможных вариантах другой профессии я никогда не думал. И дай бог, чтобы мне удалось пропеть еще немножко. Мне очень повезло в том плане, что я занимаюсь своим любимым делом и зарабатываю на хлеб. Прежде всего, быть артистом – это огромное счастье. Это огромное счастье. Счастье – это когда тебя любят. Счастье, когда ты получаешь какие-то эмоции от незнакомых людей. Но в нашей профессии все незнакомые нам люди становятся почти что родственниками, что ли. А скажите, кто поспособствовал, так скажем, раскрытию вашего музыкального таланта? Семья?
Конечно, я очень благодарен своим родителям за то, что сейчас мне удается вкусить это удовольствие, побывать на сцене, петь для зрителей. Это все благодаря моим родителям, моей бабушке и дедушке. Они когда-то возили меня в детскую музыкальную школу, когда мне было 5 лет. Точнее, бабушка, несмотря на то, что у нее ноги больные были, она постоянно водила меня в школу. И сейчас пожинаю плоды благодаря им. Смотрите, насколько мне известно из интернета, вы уже давно начали свою певческую карьеру, но вот такой пик славы пришел, когда о вас стали говорить после 2017 года, когда вы выступили в Китае. Как вы думаете, почему вот именно вот это вот участие в этом шоу стало таким толчком? Вы же до этого были популярны в Казахстане и в странах СНГ. Почему? Потому что, наверное, так захотела Вселенная. Я не знаю, так получилось. Для меня удобно, так получилось. И я помню, что я согласился участвовать на этом конкурсе в Китае. Мы готовились, спел первую песню «SOS d'Antayan de Tres» на французском. И потом вечером показывают по телевизору спустя 10 дней со съемок. И потом на следующее утро выясняется, что больше 600 миллионов людей увидели это в Китае. У них свой Инстаграм, свой Ютуб, свой Фейсбук, свой Гугл. И, честно говоря, я сам немного удивился. Не то, что немного, я вообще сильно удивился. И после первого тура мы вышли на улицу, и потом организаторы проекта сказали, что тебя без охраны теперь не пустим. И в этот момент я понял, что жизнь изменилась чуть-чуть. Вас пытались сапать какие-то азиатские продюсеры, какие-то лейблы? Ну да, у меня есть компания в Китае, и со времен I'm Singer мы работаем там. Были предложения и от американских продюсеров, но я жду еще другие предложения, чтобы условия были выгодны мне. А корейцы вас приглашали? Вы же очень похожи на кей-поп-звезду, ваша внешность. Я даже когда первый раз увидела вашу афишу, я удивилась. Ну, я сначала не поняла, что это как бы, ну, можно сказать, наш человек, потому что, ну, у вас очень такая подходящая для них внешность и голос. Сейчас мы пробуем начать нашу совместную творческую деятельность с корейским продюсером. Продюсер, который работает со многими кей-поп звездами. Он работал и с группой EXO, и с другими группами, если я не ошибаюсь. Я могу ошибаться, но продюсер компании SM, если не ошибаюсь, если помню. А это сольный проект или в группе? Нет, конечно, сольный проект. Я стараюсь сотрудничать с теми людьми, которые предлагают мне хорошие условия, не в плане там денег, я не это имею в виду. Как творческий человек, я должен чувствовать абсолютную свободу, чтобы я сам принимал какие-то решения, которые будут касаться моего творчества. Для того, чтобы расти, я должен попробовать творить, работать в этом направлении, чтобы не было каких-то напряжений. А российские продюсеры, как вы начали свое сотрудничество с Крутым? Мы с Игорем Яковлевичем работаем уже год, да? Год. Чуть больше. Да, чуть больше года. Но у нас
чисто все на доверии. Он как старший товарищ, который более опытный человек. А я как молодой артист. Вот. Я считаю, что огромная удача работать с таким композитором, потому что я до этого работал с американскими композиторами, с композитором Мадонны, Шакиры, Рианы, и с европейскими композиторами, которые сочиняют музыку для Евровидения, и с китайскими, и корейскими. Но с Игорем Яковлевичем у нас отдельная история, потому что он очень хорошо пишет в том направлении, в котором я хочу развиваться. Это, конечно, неоклассика, а те композиторы больше сочиняют в жанре поп-музыки. А неоклассика, она немного отличается от обычной эстрадной музыки. А скажите, в оперу вас звали петь? Несколько лет назад звали. А в какие спектакли? В какую? Но это было лет где-то 5 назад, наверное, 6. Я не помню. Но мне надо было развиваться в жанре неоклассика, в опере и в классической пении. Мне все нравится, но единственный момент, я хочу импровизировать, я хочу добавлять от себя что-то, какие-то свои вокальные фишки, приемы. А как вы думаете, Европа, я так понимаю, у вас уже были выступления в Европе, там, например, в Лондоне, вас вообще принял континент или примет ли в будущем, как вы вообще себя видите вот на, так скажем, европейской сцене? Ну, я до этого много выступал в Европе, но сольный концерт в Лондоне мы собрали, и, конечно, там публика чуть-чуть отличается от азиатской публики, где я привык работать. Азиатские зрители, они намного эмоциональнее. И, конечно, просто надо больше стараться, больше пробовать. У каждой страны свой вкус, свой менталитет. И я заметил то, что одна песня может залететь в странах СНГ хорошо. Вот залетевшая в странах СНГ песня не может и не залететь в странах Азии. Так бывает, оказывается. А на Евровидение планируете, если, допустим, вас позовут? Только если в качестве гостя. А так вы не хотите принять участие? Нет, конечно. А скажите, а вы сами какую музыку предпочитаете? Я меломан, я люблю абсолютно любую музыку. Я могу послушать рэп, я могу послушать тяжелый рок, металл, и после этого начать слушать оперу. И сейчас еще последний вопрос. Вернемся к Питеру. Насколько мне известно, через пару часов у вас припаси будет в Олимпии. А вы всегда проводите такие мероприятия перед концертами или это первый раз? Я от вас только что узнал об этом. Это не мы организаторы. Это фан-группы организовывают. По всему миру так всегда. Да, это всегда так, да. Ну масштабно. Для нас это видео снял и показал жизнеописатель и биограф Димаша, его друг Максим, известный мировому сообществу Диас под псевдонимом Crazy Max. Макс так много снимал Димаша, что большинство зрителей воспринимают съемки Макса как мировое неделимое достояние, публикуя их у себя без всякого ограничения. Я хочу сказать огромное спасибо моим друзьям. И хочется поблагодарить моего друга Максима, Crazy Max, очень известный блогер, крутой чувак. По своей натуре Макс настолько добр, что еще ни разу не выдвигал каких-то авторских требований по использованию своего видеоматериала. Вот это настоящий бескорыстный популяризатор творчества Димаша Кудайбергена.
Между тем, еще недавно мы все с вами были очевидцами того, как авторские разборки привели к закрытию 2 больших каналов о Димаше. И, конечно же, мы помним, кто был их инициатором. Дорогие друзья, подписывайтесь на канал Crazy Max. Кстати, друзья, не забудьте зайти на канал и аккаунты соцсетей Максима и поблагодарить его за документальные съемки творческого пути Димаша. Ведь только с его легкой руки мы знаем нашего любимого артиста таким, какой он есть в жизни, вне сцены, без излишнего официоза, с юмором и озорством. Ты лучший, красавчик. Спасибо. Не замерз, нет? Игорь Яковлевич лучше намного. Дорогие друзья, я иногда буду появляться на канале Crazy Max, чтобы вас радовать. Пожалуйста, подписывайтесь на этот канал. Пожалуйста. Все репортажи Макса, конечно, кардинально отличаются от официальных. Например, от интервью Даны Нуржигит. Сами понимаете, что может рассказать молодой парень подруге мамы? Было видно, как Димаш подбирает и взвешивает каждое слово для передачи центрального телевидения Казахстана. То ли дело видео от Макса. Взять хоть тот же самый турецкий Бодрум. На праздновании юбилея Игоря Крутого все было весело, озорно и беззаботно. Видео и фото тех солнечных дней украсили не только страницы Инстаграм многих диас, но и страницы Димаша и его родителей Каната и Светланы Айтбаевых. Так что есть за что благодарить Crazy Макса. Ссылки на его страницы в соцсетях даны в описании видео. Друзья, всем большой рахмет и отличного настроения. С вами была Авдотья Федорова на канале «Звездные секреты».